Кремль дает заднюю или у Путина случился приступ миролюбия? Неужели в Москве решили перестать дразнить Трампа? Какой сюрприз готовят за океаном для России? Американские СМИ приоткрыли завесу над планами хозяина Белого дома. Покушение на президента. Ракеты как средство смещения режима. Нет, это не фантастика. Ушат критики от главного партнера. В Китае не оставили сухой нитки на Путине. Охота на киллеров в Киеве. Силовики вышли на убийц полковника СБУ. Путин снова подставил союзника. Тайны кремлевской дипломатии выплыли в печать. Российский МИД в бешенстве. И многое другое. Самые важные и срочные новости. Эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в Украине, России, Беларуси и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Крайне редкое в последние месяцы явление случилось прошедшей ночью. Россия не бомбила Украину. Конечно, это некоторое упрощение. Вооруженные силы Украины сообщают о 60 дронах за сутки. Но это всего 10-15% от обычного в последние дни числа БПЛА, обрушивающихся на города страны. Причем только небольшая часть рвалась вглубь Украины. Основное число из этих 6 десятков российских беспилотников атаковали прифронтовые районы Донецкой, Сумской и Днепропетровской областей. В Кремле случился приступ миролюбия или у относительно спокойной ночи в Украине другая причина. По совпадению, в понедельник в Киев прибывает спецпосланник президента США Кит Келлог, а сам Дональд Трамп также в понедельник обещал выступить с важным заявлением по отношению к России. Неужели великий геополитик из Кремля испугался гнева Вашингтонского обкома? Что думаете? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Трамп готовит неприятный сюрприз для Путина. США на грани нового пакета помощи Украине, который станет первым важным шагом Дональда Трампа с момента его вступления в должность в январе 2025 года. Об этом сообщает CBS News. Пакет, скорее всего, будет символическим, но сам факт выделения новой помощи именно администрации Трампа – это мощный сигнал Москве. Это ответ на беспрецедентные ракетные и дроновые атаки Украины за последние дни и нежелание вести настоящие переговоры о мире. CBS напоминает, у Трампа на помощь Киеву есть еще почти 4 миллиарда долларов, оставшихся от прежней администрации. Кроме того, он может направить на эти цели миллиарды долларов из замороженных российских активов. После шока хорошие новости. На преследование опасных агентов потребовалось всего 3 дня. Служба безопасности Украины обнаружила киллеров, которые в четверг убили полковника СБУ Ивана Воронича. Выходит наша жертва. Охотой на убийц руководил лично шеф ведомства генерал-лейтенант Василий Малюк. По данным следствия, убийство украинского защитника совершили 2 – мужчина и женщина. Их куратор приказал им следить за сотрудником СБУ, выяснить его ежедневный распорядок и маршруты перемещения. Впоследствии координатор передал исполнителям координаты тайника, где находился пистолет с глушителем. 10 июля полковник Воронич стал жертвой хладнокровной атаки на выходе из своего дома. Киллер сделал 5 выстрелов в упор и скрылся. Украинский офицер скончался на месте от ран. Но бегать от СБУ долго у преступников не получилось. В результаті проведення негласних розшукових активно-контррозвідувальних заходів лігво вороже було виявлено і вранці проводилися активні заходи щодо їх затримання. Вони почали чинити опір, був відповідний вогневий контакт, та вони були ліквідовані. Хочу нагадати, що є єдина перспектива для ворога на території України – це, відповідно, смерть. По словам Малюка, за организацией убийства полковника Воронича стоит российская ФСБ. Ракетный удар по президенту страны с авторитарным режимом. Нет ничего невозможного. Под ударом оказался Масуд Пезешкиян. Президент Ирана отделался ранением в ногу, сообщает Иран Интернешнл.
Случилось это еще в ходе 12-дневной войны Израиля против Ирана. По данным издания, операция Израиля была проведена по аналогии с акцией по ликвидации главаря Хизбаллы Хасана Насраллы. Удар был нанесен во время заседания Высшего совета национальной безопасности, где Пезешкиан, по данным полуофициального агентства новостей «Фарс», был одним из пострадавших. Правда, при всей звучности должности президент Ирана играет далеко не главную роль в авторитарной системе исламского режима. Уважаемые подписчики, обращение к вам. Ведь именно вы решаете, узнает ли все эти новости еще больше людей. Каждая ваша подписка, каждый лайк, каждый репост, каждый комментарий длиннее 6 слов и каждый досмотр видео до конца помогает продвигать наши ролики среди сотен тысяч новых пользователей. Так еще больше людей узнают правду именно благодаря вам. Спасибо за то, что остаетесь с Нехта, и продолжаем. Неприятный пинок от ближайшего союзника. В Китае нелицеприятно отозвались о России. В соцсети Weibo широкий резонанс получила статья Ху Сицзиня. И автор не диссидент. Сицзинь – бывший главред китайской газеты Global Times, заслуженный коммунистический пропагандист. Украинская война поглотила большую часть ресурсов и возможностей России. Она не привела к расширению российского влияния, а напротив, к его дальнейшему снижению. В качестве примера автор приводит ситуацию на Кавказе. Бывший союзник России Азербайджан предпринял жесткую ответную атаку на российские СМИ и некоторых российских сотрудников в Азербайджане. Раньше эта небольшая южнокавказская страна с населением всего 10 миллионов человек никогда бы не осмелилась оскорбить Россию подобным образом. Китайский Киселев считает, что это не рядовая акция, а проявление более глубоких сдвигов в регионе. Россия теряет Закавказье. Но не только, цитируем, дерусификация набирает обороты на всем постсоветском пространстве. Запасы баллистических ракет у России тают на глазах. За 1,5 месяца число «Искандеров-М» и их северокорейских аналогов КН-23 сократилось почти в 2 раза, сообщает Лига.нет со ссылкой на данные Главного управления разведки Украины. Если в мае российская армия располагала почти 600 таких ракет, то к началу июля 2025 года их осталось всего около 300, более 250 «Искандеров» и около 50 КН-23. Это серьезный удар по запасам, а ГУР подтверждает, количество баллистических ракет у врага стремительно сокращается. Но есть и плохая новость. Российские заводы наращивают производство. Сравнительно с 2024 годом Россия выпускает в 1,5 раза больше ракет, чем прежде. К этой гонке вооружений на стороне Киева подключается мощный игрок – Германия. Страна выделила финансирование для закупки ракет большой дальности к системам противовоздушной обороны «Патриот». Сумма помощи оценивается в сотни миллионов евро. Об этом ЦДФ сообщил координатор штаба помощи Украине Кристиан Фрейдинг. Что более важно, по словам генерала, Германия уже начала собственное производство ракет к «Патриот», которое будет независимым от поставок из США. Очередной геополитический кульбит Кремля. Американские журналисты написали о том, что может вызвать шок. Владимир Путин призывает Иран отказаться от обогащения урана. Об этом пишет Axios со ссылкой на американские, израильские и европейские источники. Путин поддержал бы нулевое обогащение. Он призвал иранцев работать в этом направлении, чтобы сделать переговоры с американцами более благоприятными. Иранцы заявили, что не будут рассматривать этот вариант. Естественно, по данным издания, делает это хозяин Кремля в непубличных разговорах. Официально позиция Кремля остается иной. Публикация вызвала болезненную реакцию в Министерстве иностранных дел. Пресс-служба Марии Захаровой выдала заявление, мало напоминающее язык дипломатии. Западные СМИ продолжают наглядно демонстрировать свою истинную сущность. Инструменты в руках политических элит, разведсообществ и так называемого глубинного государства, не гнушающихся никаких приемов, в том числе прямых провокаций и генерации фейков. В качестве сливного бачка, тиражирующего целенаправленную дезинформацию, в последнее время часто выступает издание Axios.
Правда, в чем выразилась помощь Москвы стратегическому партнеру в ходе бомбардировок Израиля и США, так и осталось неясным. А как вы думаете, сливает Путин Айталу Дональду Трампу или на самом деле это все заокеанский фейк? Пишите в комментариях. В начале недели пожары, в выходные наводнения. Северо-восток Испании переживает очередной катаклизм. На Каталонию обрушились мощные ливни. В результате река Фойш вышла из берегов, затопив все на своем пути. Железнодорожное сообщение было парализовано на несколько часов. 2 пропавших без вести продолжают искать. Год назад в октябре большая вода пришла в Валенсию. Жертвами тогда стали более 200 человек. Отдельное спасибо за то, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно для того, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. Доброго вам вечера. До новых встреч и хороших вам новостей.